Недавно в новостях снова возник Афганистан. Его армия начала бои с пакистанскими солдатами на границе стран. Погибли десятки военных, дошло до авиаударов по Кабулу. Афганистан утверждает, это была некая операция возмездия. Пакистан же говорит, что виноваты афганские власти. На самом конфликте мы подробно останавливаться не будем, но используем события как повод поговорить про эти самые афганские власти. А власти сейчас это Талибан, который 20 лет был простой группировкой из террористов и повстанцев, а в 2021 году получил полную власть в стране и строит там теперь Исламский Эмират. Сегодня обсудим, как идут дела с национальным строительством, как вообще живется людям при власти Талибана, и проследим тенденцию, чтобы попытаться понять, что у них впереди, светлое будущее или очередной крах. Только перед тем, как начнем, напомню, в описании есть ссылка с разными способами обхода блокировок, и один из таких способов VPN Liberty, который сейчас предлагает доступ на 30 дней бесплатно и без привязки карты. Это спонсор рубрики сейчас. Талибан появился в 90-х во время гражданской войны в Афганистане. У самой войны долгая история, если вкратце, в 1978-м появилась Социалистическая Демократическая Республика Афганистан, государство-сателлит СССР. Оно начало реформы, что традиционалистской части афганского общества не понравилось. В итоге началось восстание, и Афганистан запросил военной помощи у Советского Союза, который ввел войска в 1979-м. Так началась афганская война, она сильно потрепала СССР, и войска в итоге вывели через 10 лет. Но про это у нас отдельное большое видео есть. Социалистическая республика довольно быстро пала под натиском маджахедов, при этом никакой крепкой коалиции и альянсов среди маджахедов не случилось, поэтому гражданская война продолжилась. И вот уже на этом этапе войны победил Талибан, что в приближенном переводе означает «ученики», новое исламское движение, которое переименовало страну в Исламский Эмират Афганистан. А за основу идеологии взяли, во-первых, исламский фундаментализм, то есть возврат к традиционным принципам ислама и к соответствующему образу жизни, отвергающему все западное и современное, а во-вторых, джихадизм, тот самый, который конвертирует мирных мусульман в боевиков. Новое правительство за время его существования не признал практически никто, потому что оно вело себя абсолютно антигуманно. Талибы установили в стране жесткие законы шариата. Женщины должны были выходить на улицу только в бурке и только с родственником мужчиной. Запретили почти все развлечения – кино, музыку, телевидение, закрыли даже футбольные стадионы. Нарушителей избивали, пороли и казнили на тех самых стадионах. Действуя в рамках все того же фундаментализма, талибы фактически объявили войну всемирному культурному наследию, чудом сохранившемуся на афганской территории. Боролись с тагутами, предметами любого идолопоклонничества. Дошло до уничтожения бамианских статуй Будды, переживших 15 веков, испытания стихии и даже другую исламскую власть. Несмотря на протесты по всему миру, которые шли в мусульманских странах, в 2001 году талибы статуи уничтожили. Сначала расстреляли из артиллерии, а затем взорвали. Весь этот околорелигиозный экстаз закончился в том же 2001 году, когда Осама бен Ладен и Аль-Каида устроили теракты 11 сентября. Номинально Талибан тут был ни при чем. Самолеты на здание направил не он. Но с Аль-Каидой у талибов отношения были вполне дружественные. А самое главное, бен Ладен при поддержке Талибана скрывался именно в Афганистане. США потребовали выдать бен Ладена. Лидер талибов сказал, что ничего не знает ни про какого бен Ладена, идите, мол, лесом. Ну, разъяренные американцы и пошли, и за месяц дошли до Кабула. Бен Ладен, правда, успел сбежать в Пакистан. Так Талибан был свергнут на целых 20 лет, с 2001 по 2021. О том, как в это время жилось обычным афганцам, скажем после небольшой рекламы, посмотрите, пожалуйста. Если вы эмигрировали или много путешествуете и подолгу бываете за границей, то знаете, сегодня важно не просто иметь карту зарубежного банка, чтобы платить без проблем и подтверждать наличие средств на счете для получения визы. Лучше всего иметь несколько счетов в банках разных стран, потому что никогда не знаешь, где изменяется законодательство или как могут трактовать какие-нибудь новые санкции. Хорошо, что сейчас зарубежную карту можно открыть удаленно и быстро. Например, с этим поможет сервис MasterCard Bridge, который основал мой зритель Данила. Данила работает напрямую с банками, поэтому цены у него доступнее. А еще он дает гарантии. Если карту открыть не получится, например, если ситуация изменится, то деньги вернут вам в полном объеме. Также Данила помогает гражданам РФ открыть карту Казахстана. Сейчас ее можно оформить без получения ИИН. Такой возможности раньше не было, и она может заново исчезнуть. Так что успейте ей воспользоваться.
Если карта Казахстана у вас уже есть, Данила поможет ее продлить на целых 5 лет и доставит вам. Сроки открытия от 1 дня. Картой можно расплачиваться где угодно, оплачивать зарубежные сервисы, ChatGPT, Spotify, Netflix, Steam. Сможете бронировать отели и авиабилеты, пользоваться Apple и Google Pay и хранить деньги на зарубежном счете в валюте, даже получать с этого проценты. Пополнять можно с российских карт, как и выводить на них. А прямо сейчас у MasterCard Bridge действует акция. Скидка 30% на открытие карты по промокоду MaximKatz. Успейте открыть карту на самых выгодных условиях. Ссылка в описании. Спасибо, что смотрите рекламу. Продолжаем. Мы говорили о том, что падение талибов началось со вторжения США, которые пришли в Афганистан за укрывающимся там Усамой бен Ладеном. Так Талибан был свергнут на целых 20 лет, с 2001 по 2021. Вместо него американцы установили в стране Исламскую республику Афганистан. Жить эти 20 лет было гораздо лучше и спокойнее, если речь о правах человека. Если речь о безопасности, то было не волшебно. Ведь Талибан, пусть власти лишился, но никуда не делся. Все время, пока существовал проамериканский Афганистан, они сидели в степях и горах, постреливали в американцев и ждали своего часа. С ситуацией можно было попробовать справиться, если бы годы были потрачены на создание институтов и какой-то общей афганской идентичности. Но этого не произошло. Да, Америка прекрасно умеет воевать, и талибов выдавила в горы за 3 дня. Но вот никакого национального строительства у них не вышло. Не то чтобы кто-то еще умеет это делать быстро и фактически с нуля, но Америка не умеет точно. В итоге лояльности новому правительству у афганцев так и не появилось. Уровень коррупции как был запредельный, так и остался. Страна держалась только на присутствии американских солдат. От войны Соединенные Штаты устали. В первый срок Дональда Трампа подписали соглашение о выводе войск прямо с самим Талибаном, а при Джо Байдене, собственно, и вывели. Пришло время талибов. Все 20 лет они скрывались в горах, вяло повоевывая оттуда с контингентом США и поддерживая первобытные порядки там, где это было возможно. Продолжали, например, выдавать девочек в неравные браки. Так на весь мир прогремела история Биби Аиши. Девушку насильно выдали замуж, когда ей было всего 14 лет. Аиши смогла сбежать в 18, но была поймана и возвращена семье мужа. Те в наказание вывезли девушку в горы, где ее пытали, а затем бросили умирать. Приложив огромные усилия, Аиши добралась до отца, который помог ей скрыться. Так девушка оказалась на военной базе США, а затем на обложках уважаемых мировых изданий. Так, выжидая нужный момент, талибы просуществовали до 2021 года, когда остались единственной, хоть как-то организованной группой в стране. А потому моментально въехали во все города на своих пикапах и взяли власть. Последние американские самолеты вылетали уже из захваченного Кабула. Афганцы, ориентированные на американцев и на западные ценности, тем более сотрудничавшие с ними, прекрасно понимали, что с приходом талибов страна окажется в том же хаосе, из которого чудом вырвалась 20 лет назад, ну а им самим угрожает опасность. Они умоляли американцев забрать с собой хотя бы детей, в отчаянии штурмовали самолеты США, цепляясь за шасси, и, конечно, погибали. А Талибан снова стал афганской властью и восстановил Исламский Эмират. Вернув власть в августе 2021-го, публично талибы завели шарманку о том, что они на этот раз, все будут делать иначе. Они, мол, изменились, стали другими людьми, проработали все свои ошибки с психотерапевтами и многое поняли. Притеснять больше никого не будут, права женщин не тронут, будут сплошные толерантность, гармония и удвоение ВВП. Если вы хоть немного следите за международными новостями, то знаете, все это оказалось просто беспримесным звездежом. В первую очередь достается от талибов, естественно, все тем же женщинам. Спустя всего месяц после падения Кабула Талибан выкатил новый состав кабинета министров. Существовавшее при Исламской республике Министерство по делам женщин закрыли. Вместо него открыли Министерство дремучести. Официально Министерство продвижения добродетели и предотвращения пороков. Ну а чтобы ни у кого никаких иллюзий не осталось, офисы сделали как раз в бывшем Министерстве по делам женщин. Что происходит в Афганистане, мы знаем по тревожным отчетам ООН и репортажам журналистов, которые работают в стране после прихода Талибана. Итак, внимание, список того, что женщинам делать в Афганистане теперь нельзя. Нельзя учиться. Талибы сначала сделали в университетах раздельные группы для мужчин и женщин, а потом вообще женщин выгнали. А сейчас закрыли для девочек даже школы. Нельзя иметь бизнес. Боевики закрывают кафе и магазины, которые принадлежат женщинам. Работать тоже нельзя.
Женщин оставили только в медицине, потому что мужчинам-врачам запрещено смотреть на тела девушек. Нет, сначала политические умы нового Афганистана все-таки шли на некоторые компромиссы по сравнению с их правлением в 90-х. Например, сказали, что выходить на улицу женщинам теперь можно не в никабе, который закрывает все лицо, а в хиджабе. Прогресс. Он остановился в прошлом году, когда правительство все-таки заставило всех вернуть никабы. Помимо этого, женщинам запретили разговаривать на улице, прям вообще. Запретили ходить в парки и общественные бани. Запретили ездить в другой город без сопровождения родственника. Запретили даже делать маникюр, все салоны красоты закрылись. И, естественно, вернулись жестокие наказания за нарушение этого дикого кодекса. Для женщин вернули публичную порку, а за измены снова закидывают камнями до смерти, как в 90-е. Справедливости ради достается не только женщинам. Мужчины теперь тоже обязаны соответствовать исламским стандартам красоты, то есть носить бороду. На работу в афганские госорганы без бороды не возьмут. Парикмахеров, которые стригли бороды коротко, арестовывают и отпускают под подписку, что они больше так делать не будут. Запрещено также имитировать неверных внешне. Эта расплывчатая формулировка фактически означает, что нельзя одеваться по-западному, например, носить джинсы. Также мужчинам нельзя смотреть на женщин не из своей семьи и пропускать молитву в мечети. К тем, кто нарушил последнее, боевики приходят в дом и прессуют, а за многодневный пропуск могут и вовсе отправить в шариатский суд. Эффект от этих жутких и идиотских правил усиливается тем, что на практике они везде разные. Хоть Талибан теперь и называет себя государством, четкой иерархии власти у них по-прежнему нет. Талибы в основном это просто мужики с автоматами, которые где-то ходят и что-то делают, часто по личным соображениям. Поэтому реальные правила зависят от того, что сегодня решил конкретный боевик на конкретной улице, что предугадать банально невозможно. Горизонтально устроенное государство. Никаких начальников. Так. Теперь попробуем поговорить о том, что же ждет Афганистан и, соответственно, Талибан в будущем. Хорошего особо мало там на горизонте. Вспомним те же столкновения с Пакистаном. Пакистан не любит Афганистан за то, что они поддерживают пакистанский Талибан, который прям так и называется – пакистанский Талибан. Эти ребята хотят и в Пакистане шариат ввести, и автономию для племенных регионов на границе с Афганистаном на сдачу забрать. Когда Афганская республика пала в 2021 году, власти Пакистана надеялись, что местные талибы уедут из страны к своим боевым товарищам. Этого не произошло, и террористические атаки внутри Пакистана продолжились, отсюда и конфликт. Сейчас стороны объявили перемирие, но никакие корневые проблемы решены не были. В случае, если стычки перерастут в реальное столкновение, то прям победившего в нем, скорее всего, не будет. Да, у Пакистана огромная армия и довольно крупная экономика, а у талибов даже ВВС нет, и с деньгами все нехорошо. Но им не привыкать в любой непонятной ситуации отползать в горы. Пакистанцы и сами воевать не особо хотят, потери будут большими, силы нужно хранить для противостояния с Индией. Да и заниматься оккупацией себе дороже, насмотрелись уже на чужие потуги. Другая крупная проблема Талибана – беженцы. Но талибов волнуют беженцы не внутри страны, а снаружи. За десятилетия войн миллионы афганцев нашли убежище в соседних странах. В том же Пакистане, Иране и в Индии. И это самый настоящий инструмент давления. Как Пакистан, так и Иран постоянно угрожают вернуть афганских беженцев домой. В обеих странах угрозы частично уже осуществились. Многих депортировали на родину. А что делать с этими людьми, Талибан не знает. Экономика в разрухе, денег нет, рабочих мест для возвращающихся беженцев тоже. Если Пакистан, который по вышеописанным причинам всегда рад насолить талибам, отправит домой вообще всех, в стране наступит гуманитарный кризис. А никаких экспертов-экономистов и специалистов по беженцам в афганском руководстве, как вы, наверное, уже догадались, нет. Вместо них там заседают другие люди. Они придумывают новые правила жизни, прикрываясь трактовками Корана. Как восстанавливать страну и принимать граждан домой, не волнует примерно никого. Еще одна проблема – это, кто бы мог подумать, исламский терроризм. Да-да, Талибану противостоят другие религиозные экстремисты. Такая там жизнь. Где два исламиста, там три мнения, и потом еще и стрелять начинают. И серьезные враги талибов обитают прямо в Афганистане. Это исламское государство, а точнее его местное отделение – Вилаят Хорасан. Игиловцы в своем стиле хотят образования всемирного халифата с еще более пещерными традициями. Для них Талибан – это как для нас с вами примерно партия «Новые люди». Фейки и позеры,
которые на самом деле не верят ни в какие принципы ислама. Стычки с игиловцами у Талибана продолжаются до сих пор, но как американцы не смогли победить Талибан, так и талибы не могут избавиться от ИГИЛа. Политический Талибан от остального мира отрезан. Дипломатического признания у него нет. В посольствах Афганистана за рубежом работают сторонники старой республики. И в ООН Талибан тоже не пускают. Сами талибы, конечно, хотели бы легитимизации, но мир прекрасно видит, что происходит внутри страны, какая ситуация с правами человека и что нет никаких перспектив на реформы. Признать Талибан правительством Афганистана значит заявить, что притеснять женщин нормально, причем заявить так, чтобы дошло до каждого людоеда. Все-таки есть одно исключение. Одна страна дипломатически признала Талибан. Угадайте, какая? Российская Федерация, конечно. Талибы даже приезжали в Москву на переговоры в Министерство иностранных дел. Сам Путин заявлял, что талибы – союзники в деле борьбы с терроризмом. И это пока Талибан сам официально оставался в российском списке террористов. Впрочем, данное недоразумение наконец-то исправили. Буквально этой весной Верховный суд вычеркнул талибов из списка террористических организаций. Теперь все в порядке. Что с Афганистаном будет дальше? С одной стороны, ситуация в стране тяжелая. Дипломатического признания скорее ждать не стоит. В 90-х правительство Талибана получило его всего от нескольких стран, и то со скрипом. Экономике плохо, беженцы продолжают возвращаться, а международной помощи стало сильно меньше. В том числе из-за деятельности Илона Маска. Закрытое теперь агентство USAID поставляло помощь в Афганистан даже после того, как американцы оттуда ушли. Но при этом власти талибов мало что угрожает. Серьезных оппонентов внутри страны у них нет. Да, есть игиловцы, но пока нет никаких намеков на то, что они будут всерьез воевать. Афганистан – кладбище империй. Те легко занимали его территорию, но в итоге надрывались, наводя на ней порядок. А потому сейчас никто этим заниматься не будет. Во-первых, незачем. Во-вторых, 10 лет СССР и 20 лет США в Афганистане показали, дело это абсолютно неблагодарное и во многом бессмысленное. Ну, что ж тут остается? Пожелать удачи Афганистану. До завтра.